Привет, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Все указывает на то, что узел наконец-то начинает распутываться. Чудо, что Эшреф все еще держится на ногах после всех потерь, предательств и ударов, которые он перенес. Сейчас боль, которую переживает Нисан, потрясет его сильнее всего. Смерть Афры станет не только раной в сердце Нисана, но и тяжелым бременем для его совести. Ведь когда Эшреф увидит отчаяние в глазах Нисана, он вспомнит свои собственные потери. Он вновь переживет дни, когда потерял мать, отца, братьев и сестер, и, разделяя боль всего этого, еще больше привяжется к Нисану. Поэтому любовь Эшрефа в этот момент будет не только романтической близостью, но и сострадательным, защитным инстинктом. Для него взять Нисана за руку и сказать: «Я здесь, все равно, что дышать». Эйприл, в свою очередь, окажется между двух пропастей. С одной стороны Эшреф, чье сердце колотится, а с другой — угроза Динчера и тайна его совести. Его сновидческая личность, правда, которую он на самом деле скрывает от прошлого, будут самым большим страхом Нисан. Она будет бояться, что Эшреф однажды узнает эту правду и возненавидит ее. Но любовь Эшрефа будет ее величайшей силой. Поэтому Нисан время от времени будет поддаваться словам Динчера и пытаться держаться от Эшрефа подальше, но бунт в ее сердце не позволит ей этого. Сколько бы она ни говорила: «Мне следует держаться подальше», она будет искать убежище в объятиях Эшрефа каждый раз, когда ее ударят. Это поможет восстановить их связь, восстановить разрушенное доверие. Что касается репутации Эшрефа, сколько бы раз он ни падал, он всегда восстает из пепла. Даже в моменты потерь окружающие не перестают возлагать на него надежды. Теперь, когда вокруг него снова соберутся старые друзья, Фарук, Гурдаль и Мюслим, он, несомненно, снова обретет признание как лидер. Поцелует ли он ее руку? Да, и особенно, когда его враги преклонятся перед ним. Потому что Эшреф завоюет уважение не только грубой силой, но и справедливостью и совестью. Люди будут чувствовать себя в безопасности рядом с ним. Это доверие поднимет Эшрефа на ноги и сплотит его вокруг себя. Дело Хыдр-Бабы станет особым испытанием в жизни Эшрефа. Хыдр-Баба даст ему огромную власть и покажет пути ее дальнейшего укрепления. Но Эшреф отвергнет эту власть, сказав: «Мне достаточно друзей рядом». Потому что Эшреф по своей природе независим и не захочет находиться в чьей-либо тени. Хыдр-Баба нелегко смирится с этим отказом, но и не будет проявлять настойчивости. Напротив, он будет тайно присматривать за Эшрефом. Он не захочет его падения и протянет руку помощи в любую трудную минуту. Другими словами, даже если Эшреф этого не осознает, тень Хыдр-Бабы всегда будет преследовать его. Что касается Динчера, то здесь и начинается настоящее падение. Динчер долгое время пытался изобразить из себя босса, планировщика, человека, который все контролирует. Он утверждает, что именно он планирует будущее Нисан и направляет ее. Но со временем Эшреф увидит за этой маской гниль. Небольшие ошибки Динчера, несоответствие между его словами и действиями лишь усугубят подозрения Эшрефа. А когда появятся улики, указывающие на причастность Динчера к смерти Афры, все раскроется. Станет ясно, что Динчер на самом деле человек злой воли, игрок, который жертвует всем ради собственной выгоды. В этот момент Нисан переживает серьезный разрыв. До сих пор Нисан верила словам Динчера и действовала соответственно, но увидев любовь Эшрефа, она понимает, что Динчер на самом деле просто использует ее. Динчер говорит ей держаться подальше от Эшрефа, и Нисан какое-то время подчиняется, отталкивая Эшрефа. Но это решение не продлится долго. Любовь Эшрефа так глубоко укоренится в сердце Нисан, что никакая ложь или угрозы не смогут полностью оторвать ее от него. Давление Динчера сломает Нисан, но также заставит ее увидеть правду. Когда все эти события сложатся воедино, Эшреф и Нисан будут двигаться к воссоединению. Между ними будут слезы, боль и расплата, но зов сердец снова соединит их. Эшреф облегчит боль Нисана своей любовью, и Нисан, хоть и боится сказать правду, в конце концов найдет убежище у Эшрефа. В процессе этого все вокруг Эшрефа изменится,
Его враги будут охвачены страхом, друзья воссоединятся, Хыдыр-баба станет скрытым щитом, а Динчер утонет в своей собственной игре. И в основе этого важно понять следующее: когда любовь Ишрефа и страх Ниссана столкнутся, результатом будет совершенно иная сила. Каждая попытка разлучить их в конечном итоге сплотит еще сильнее. Итак, после всей этой бури на сцене останутся более сильные Ишреф и более искренний Ниссан. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. Пока.